А перед началом ролика позвольте представить игровой канал Маловар Гейминг. У него упор на стратегии, на стримы и немножко все это приправлено аниме. Он является поклонником игр серии Paradox, а также Creative Assembly. И как вы видите на экране, у него очень много прохождений всеми вами любимой Хойки, притом с разнообразными интересными модами. Сами ролики снабжены интересной историей, хорошей подачей, и он старается вас погружать в события, которые происходят в игре, чтобы вы вместе с ним переживали становление того или иного государства. Если вас заинтересовало, то переходите по ссылке в описании, самостоятельно зацените его контент. Если он вам зайдет, то обязательно подписывайтесь и поддерживайте автора. Сегодня мы с вами посмотрим на новый мод, который стартует в 1936 году, но у нас другая здесь политическая арена. А связано это всего-навсего с одним событием. Американцы проиграли в войне за независимость. И в итоге мы теперь в 1936 году, то есть стандартном стартовой дате, в Хойке можем лицезреть с вами Россию, Австрию, Пруссию, Французскую Республику, Соединенное Королевство и, посмотрите сюда, да, Доминион в Северной Америке, который находится под контролем британцев. Ну и, конечно, живая Османская империя, которая вообще выглядит очень странно в этом мире, тоже здесь есть. Мод вышел буквально на днях, но уже сейчас здесь есть ветки фокусов для ряда стран, так что мы сами можем их сейчас изучить, посмотреть и вообще понять, стоит ли играть в этот мод, где у России есть Аляска в январе 1936 года. Кроме того, как видите, здесь Великая Колумбия есть, Патагонский рабочий фронт. Давайте загрузимся и посмотрим на фокусы всех стран, также на то, какие у нас тут стартовые противостояния есть и вообще, что стоит ждать от этого мода. По идущим конфликтам у нас бразильско-аргентинская война, да, как раз Патагонский рабочий фронт, как видите, против Бразилии, Чили и Боливии. Судя по раскладу сил, если тут будет яишка, то, скорее всего, местные социалисты проиграют. Давайте, кстати, посмотрим, что у них там по раскладу. Да, социализм. 99%, скорее всего, это первая страна, которая будет просто выпиливаться. Ну и здесь, кстати, древо фокусов для миноров и для всех прочих стран, оно стандартное. Здесь, как видите, немного переработали политику. Здесь у нас как раз патагонские советники, французская поддержка, британская поддержка и поддержка старой системе. Можно уйти в свой альянс, в альянс Пруссии или же в альянс с Россией. То есть 4 основных направления политические здесь сделали вот в таком виде. По древу исследований, кстати, никаких изменений здесь нет, так что на нем останавливаться особо смысла нет. Но зато есть изменения, конечно же, в карте Альянса. Во-первых, у нас Северогерманская конфедерация в лице Пруссии, Ганновера и прочих мелких стран. Также у нас здесь Альянс Франции, Великий Французский Альянс с Наполеоном у руля. Местный фашизм, если что, здесь. Также у Британии свой альянс, и, как видите, британский альянс весьма силен. У него плацдармы почти везде, вы посмотрите просто на эту жесть. Но, правда, Индию бриты еще не контролируют. Здесь остается очень мощная империя в Индии, которая под бритами в этой реальности, кстати, не пала. Так что минус плацдарм в Индии. Хотя все равно Бирма и часть регионов рядом с ней под контролем, так что бриты здесь будут весьма грозной силой. Ну и Франция смогла влезть в Австралию. Если так слегка прикрыть глаза, то они примерно пополам поделили Австралию. Япония же на 36-й год у нас владеет колониями, между прочим, в Китае. У нее здесь есть неплохой плацдарм, но Маньчжурия, кстати, Желтороссия местная все-таки сделана. Россия здесь весьма мощная и грозная сила. Как видите, здесь Синьцзянь, Монголия под контролем, Сербия, Болгария. То есть здесь прям триумф России произошел, а всего-то одно событие стартовало. Америка не смогла освободиться. Ну ладно, давайте посмотрим теперь на древо фокусов. Во-первых, стартово Россия это тот же самый Советский Союз. Ну, во-первых, потому что как дивизия стоит, я думаю, вы уже это понимаете. Во-вторых, потому что их 138, как и в оригинале у Советов. Добавок к этому, мне весьма странным кажется, что здесь подчинение по 70% на этих регионах, они не являются национальными, даже украинские территории и белорусские не являются национальными, здесь просто 70% подчинение, по-моему, это недоработка, может быть, ее в будущем сделают, просто пока это выглядит странно, потому что украинские, белорусские и прочие земли даже не близки к национальным, между прочим, даже Онега не национальная, что уже само по себе странно, но надеюсь, что это все-таки как-то доработают в будущем, и Россия будет выглядеть в этом плане пологичнее. Возможно, такие же проблемы и в ряде других стран есть. Ну да, кстати, видите, у Австрии
Тоже такие проблемы есть, хотя вроде как эти земли вполне себе могли бы быть для нее национальными, но нет. У нас у Австрии не национальная Венгрия, не национальная Хорватия, Босния, чехословацкие земли тоже. Ну, это, конечно, сильно подрезает амбиции Австрии и упрощает, кстати, жизнь Пруссии, у которой это все земли как раз национальные и проблем особых нет. Ну, давайте по древу. У нас в России Николай правит, царь российский. Между прочим, здесь есть вакантное место, здесь реализована система двух правителей. Есть в ряде стран такая система, например, здесь. Отто Вельс, как видите, и Вильгельм II одновременно у власти. По национальным духам у нас Россия, как всегда, в огромных дебафах. Она будет выбираться, разбираться с кучей проблем. Проблемы в армии есть, так что, видимо, в России, скорее всего, будет своеобразная гражданка или ее риск, где как раз может власть смениться, потому что за монархистов только половина. А остальные тут между трудовиками, социалистами, местными фашистами. Ну и как видите, да, у нас тут есть древо на застроечку, древо на армейские реформы. И самое основное древо это на политику. Здесь у нас конец его правления, то есть, скорее всего, здесь, судя по иконочке, Николая просто уберут. Какое-то покушение на него будет и дальше короновать нового царя. И, как я понимаю, новая царская стратегия, то есть царь побеждает и продолжает свою жизнь. Либо же у нас тут путь конца империи. Конец империи подразумевает свободную республику, но это фашистское направление, радикальное как раз. Либо же Красная Россия, она здесь есть Троцкий, который может стать фельдмаршалом. Дебаты на лидеров здесь тоже есть. Ну и в целом такой миксовый путь, где независимо от того, красным ты станешь, либо же свободной республикой, примерно вот эти вот все фокусы центральные ты сможешь сделать. И в итоге выйти в то, чтобы покрасить всех соседей, расширить свои владения и, в общем-то, разобраться и с Пруссией, и с Австрией, и с Японией, и даже с финнами. Если же мы поставим царя, то левый путь это как раз поддержка, я так понимаю, наследника Николая. То есть царский режим сохраняется. У нас здесь постепенная раскачка, панславянский как раз альянс, распуск Думы, ну и ряд, естественно, военных кампаний на Китай, на Японию, забрать Персию, с Румынией разобраться и с Австрией. Другой же путь у нас британской модели, это где у нас есть как бы и король, и премьер-министр. Легализуем здесь разные партии, и здесь многими, наверное, любимый Керенский у руля. Притом Керенский может пойти по манифесту, стать демократом именно, референдум о республике в итоге провести и создать, кстати, вассалами Украину и Туркестан почему-то только. И вот это вот, кстати, странно. То есть ни Беларусь не выделить, ни Прибалтику, ни другие земли, только Украина и Туркестан здесь выделяются. В итоге можно в альянс Британии уйти, захватить Пруссию или же даже, смотри, уйти с американцами взаимодействовать и защищать Швецию, Румынию и Данию. А второй подпуть это уйти влево, это в социализм. Сохранить родную землю. Можно и Василевского сделать лидером партии. Кроме того, через время он еще и маршалом своеобразным станет. Ну и по этому древу достаточно мало захватов. Это шведы, Япония и османы. То есть у России уже на данный момент есть несколько путей. Они, может быть, не очень сильно и глубоко проработаны. И вдобавок ко всему фокусы по 70 дней. Но все-таки уже за эту страну можно сыграть. Хотя, опять же, как я говорил, наличие множества ненациональных провинций выглядит странным. Ну и, конечно же, по генералам здесь у нас с вами раздолье. Здесь старые иконки, много старых генералов, которые в Советском Союзе, естественно, нет, вроде Деникина. Здесь они есть, так что да, здесь генералитет огромный. Кроме того, клоны Врангеля тоже атакуют. Ну, Роман фон Унгерн, всеми вами тоже любимый, здесь есть. В общем-то, и да, здесь видите, как русский лоялист. То есть здесь часть генералов, видимо, да, при гражданке будет откалываться. Давайте теперь переключимся за Пруссию. Что у нее по генералитету, давайте сразу же посмотрим. Давайте наверх. О, кстати, Манштейн, Бог, ну, в целом-то большая часть это именно немецких генералов, которые вам и так знакомы. Только с новыми иконочками и все. То есть генералов здесь вам будет также вполне себе хватать, и проблем вы с ними испытывать не будете. Теперь же по ветке национальных духов у нас поддержка политики, бонусы, как всегда, на армию, куда же без этого у немцев или у Пруссии, без разницы. Ну и индустриальный комплекс немного страдает, дебаф мы здесь получаем. Кстати, по веточке кабинета я ее не показал, здесь у нас есть разные министры. Как видите, 6 возможных ячеек и везде свой выбор. Здесь у нас призыв, стандартно разбитый, как и в оригинале. Здесь у нас законы об экономике, здесь у нас экономика.
собственно, сама по себе. И у нас политика какая-то своеобразная в стране может быть. Можем запретить вообще объединение и получить бонусы на выпуск с фабрик, на скорость строительства и на ресурсы, на дебафы, на политику. Что, кстати, не сильно дебафит. Либо же можем вообще объединиться, разрешить все объединения, но получить такие неприятные дебафы. Ну да, как здесь посмотришь, самое приятное это как раз первый самый вариант, он всех больше бонусов тебе дает. Но остальное все стандартное, это у нас концерны разнообразные и советники, которых можно здесь разместить. По древу же фокусов у Пруссии оно выглядит в принципе неплохим. Схема, кстати, остается той же самой, здесь немного экономики, здесь немного развития армии и основной упор на политику. Как я понимаю, Пруссия, скорее всего, будет идти через создание единой страны, объединение как раз Северо-Германской конфедерации. И тут у нас три пути. Якобинцы, социал-демократы, либо же монархисты выиграют. В принципе, демократы и монархисты это как раз будущая конфедерация, где тоже три поднаправления, как видите. Первый из них подразумевает это сохранение независимости этих стран. Мы просто будем расширять свою страну, Германскую конфедерацию создадим и призовем туда Австрию и Швейцарию. Здесь же у нас унификация, то есть мы будем объединяться, интегрировать все эти страны. Ну да, видите, здесь прямо аннексации и Баварии, и Вюртембурга, и прочих земель. Ну а потом мы клаем и на Австрию, и клаем и на Францию. Здесь мы можем разорвать конфедерацию, и потом решить, куда двинуться, к Австрии объединиться, либо же с Россией вместе встать. Кстати, очень странный путь. Дальше ты просто получаешь цели на войну с теми, кто с тобой в конфедерации был. Ну и дальше можно германское объединение как раз прожать. А либо же захватить власть в Австрийском альянсе, выгнать ее из альянса и просто захватить и создать Священную Римскую империю. То есть вот ради этого сюда можно, кстати, идти, это интересный путь. Ну и под конец опять же атаковать Францию. А здесь у нас, если якобинцы выигрывают, то они разбираются с Вильгельмом II, делают новую республику. Открывается тут решение на формирование Германии, возвращение земель, аннексию как раз. В общем, ты также будешь разбираться с Австрией, получать корки, и потом даже путь на Сербию, на Словакию, на Венгрию, на Хорватию, как раз и на Польшу. То есть будешь делать множество вассалов среди славянских земель. В общем, такое неплохое, на самом деле, политическое древо. И у нас тут есть Бундестаг, между прочим, можете им полюбоваться. У нас тут, скорее всего, голоса будут. Я не знаю, сделано ли это на данный момент, но, видимо, еще нет. Какие-то будем предложения выдвигать и надеяться, что все страны проголосуют за. То есть в будущем здесь своеобразную мини-политическую веточку игру хотят сделать. Это, в принципе, неплохо. Австрию, конечно, рассматривать большого смысла нет. Страна разваливается, страна с дебафами. Кроме того, как вы помните, здесь нет подчинения, не национальные земли. Но древо зато здесь сделано весьма неплохо. Здесь у нас экономика. Армия у нас выведена вот сюда, вот в подветочку. Между прочим, Хорти. Никуда он не делся. Здесь у нас небольшое влияние на Италию, все начинается. Ну и дальше это просто разные подветочки. То есть три основных направления также будут у Австрии. Австро-венгерский компромисс самый маленький. Здесь выделяется сама Венгрия, получают кучу земель. И, в общем, ты стараешься идти на мир. Здесь же наоборот, ты план о Великой Унии делаешь и сохраняешь контроль как раз-таки над Венгрией. Кроме того, аннексации, как видишь, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Трансильвании. То есть даже если они временно свободными и станут, то ты все равно под конец это все аннексируешь. И, кстати, вот здесь вот земли все становятся национальными, так что все нормально. Хотя и по этому пути, как видите, тоже аннексация Венгрии будет, но здесь нет национализации земель. Так что, как по мне, эта веточка выглядит поинтереснее. Здесь у нас, давайте эту мелкую быстро рассмотрим. У нас якобинцы здесь, своеобразный рейх формируется под управлением, между прочим, усатого деда, либо же не такого усатого, как раз-таки австрийского правителя из оригинала. Естественно, немецкая пропаганда, разборки с Карлом. Ну и дальше, так я понимаю, да, путь на Пруссию, на соседей, объединение Германии, интервенция в Швейцарию и разборки с Францией. А здесь же мы с вами видим британскую модель, опять же, местные демократы. Путь монархии, где много корон, один император. Разобраться с Пруссией, с другими соседями. Создать Священную Римскую империю, но уже из Австрии. И марш на Рим. Объединить итальянские земли. Ну и можно, кстати, кооперацию с социалистами сделать, которые также разберутся с правителем. Дадут неплохие бонусы и позволят просто завассалить страны, а не полностью их захватить. Покорив тем самым Балканы и сходив в Швейцарию. Ну, лично для меня здесь интересный путь, конечно же, Римская империя. Неплохо, на самом деле, на социалистов посмотреть.
Ну и объединить, в принципе, Германию за Австрию, это тоже вполне себе будет неплохой путь. Франция у нас с вами, в принципе, с одним большим дебафом начинает, с коррумпированным офицерским корпусом, но следом у нас хороший бонус, победа, революция. Здесь Наполеон, и древо здесь тоже построено по схеме экономика-армия. И опять же политика, где небольшая раскачка в начале, а потом 3 направления, которые как раз являются взаимоисключаемыми. Здесь у нас под управлением генерала, это и у нас веточка демократия и нейтралитета микс. Здесь у нас путь как раз нейтралитета, либо же наоборот разборки с нейтралитетом, то есть сохранение Наполеона как раз таки у руля. И новый план, это у нас еще больше упор в якобизм и в новые реформы. По левому направлению демократическому мы становимся нейтралитетом. Поддержка нейтралитета, поддержка революции в ряде стран, полная разборка с якобинцами, ну и новое будущее, где мы разберемся с Соединенным Королевством, с Испанией, Португалией и подрежем крылья Пруссии. Здесь же по центру у нас военная поддержка, небольшие бонусы и поддержка наоборот якобизма. То есть ты тут будешь выбирать, оставаться им или же нет. Ну и вот этот путь, как я вижу, самый интересный. Это «Великие мечты», пропагандистская кампания, Новый Рим, попытка вернуть как раз-таки территории, которые захватывал Наполеон, Иберийская кампания, восстановление Рима, поход на Австрию, поход на Румынию, ну и восстановление как раз Латинской империи. То есть здесь даже, по-моему, особых и выборов нет. За Францию вот этот вот путь самый интересный, и эти выглядят, ну, достаточно блекло. Здесь, кстати, тоже есть своя система во Франции. Ситуация, где надо поддерживать одного из правителей, чтобы в итоге он выиграл. То есть здесь не просто ты сам будешь выбирать по ивентам, а именно надо будет вкладывать политику, поддерживать в итоге того или иного лидера, чтобы под его управлением повести страну в светлое будущее. Ну и, кстати, по генералам, здесь я не думаю, что что-то новое. Ну да, здесь большая часть французские генералы, некоторые добавлены вроде как новые. То есть с генералитетами здесь такой сильной большой переработки пока не было. Теперь у нас бриты. Все-таки весьма интересная страна, крепкая, сильная. Стэнли Болдуин у нас здесь и Эдвард VIII. Бонусы, небольшой такой дебафчик, я бы не сказал, что серьезный. А вот это вот, конечно, да, крах экономики, дебафы здесь просто огромнейшие. Ну и, собственно, само древо, это вообще мелочь. Это у нас коронация Эдварда, раскачка промышленности. Здесь у нас небольшая раскачка армии. Ну и, собственно, имперская конференция, день первый, и все. Возможно, в будущем потом просто будет дальше древо открываться. То есть здесь со старта никаких подвыборов у тебя нет. У тебя лишь единый путь Британии, и не более того. Так что давайте переключаемся на следующую страну, это на Северную Америку. Эдвард, кстати, VIII монарх никуда не делся, здесь также крах, но здесь следом бонусы и опять же дебафы на армию. По древу. Здесь уже очень классное древо у местной Северной Америки. Здесь у нас, как видите, экономика. Здесь же у нас выбор. Мы сами будем идти в этот мир в одиночку, либо же с кем-то объединяться. В частности, с французским альянсом, либо же с рабочим фронтом Патагонии. Если же в одиночку пойдем, то, в принципе, будем отправлять немалое количество добровольцев. Получим клаймы как раз-таки на Мексику. Потом на Соединенное Королевство. И под конец, если у нас будет, кстати, подчинение в британских землях большое, они станут для нас национальными. То есть, знаешь, такой камбэк. У нас не удалась тогда революция, восстание за независимость, а мы сможем его все-таки сделать. Здесь же у нас нейтральная политика, просто американский альянс делаем, всем независимость в итоге даем. И формируем Великую Американскую Унию под конец. Ну и, кстати, освобождаем Карибы от Испании и Соединенного Королевства. Здесь у нас веточка армии, притом, смотрите-ка, достаточно большая по сравнению с другими странами. Ну и ветка политики, да, она здесь тоже очень огромная. Давайте сначала на мелкую посмотрим. Здесь остаться верными короне и просто идти как раз-таки вместе с Британией, поддерживать ее во всем и понемножечку так раскачаться. Особо сильных бонусов здесь вы, естественно, не найдете. Хотя вот по левому пути здесь есть возможность Аляску захватить, часть земель как раз-таки у Мексики отжать. И немножко поразвлекаться, но так, чуть-чуть, знаешь ли, чтобы не обидеть британцев. Если же мы сменим курс, то у нас тут революционный лидер Дуглас МакАртур, который поведет нас к светлому, свободному будущему, которое заключается в раз, два, три, четыре, 5 направлениях, часть из которых тоже подразделяется. Начнем с социалистов. У нас здесь могут прийти анархисты в Америке. Есть анархическое древо вполне себе
где под конец мы получим хорошую такую анархическую модель. Есть победы синдикалистов, где тоже ты немало, на самом деле, разнообразных бонусов получишь. И под конец также огромнейшие бонусы. Здесь у нас победа демократия, то есть ты можешь сделать такой оплот демократии, уже свободный на сей раз, а не под британцами. И тоже получить, опять же, много бонусов на экономику и на прочие вещи. Демократическо-республиканская победа. Здесь у нас либералы, либо же консерваты. Собственно, такая же схема. Здесь тоже бонусы, улучшение ситуации и множество плюшек. То есть, честно говоря, я как вижу здесь очень сильные бонусы у Америки. Она если проснется, то это будет опять же гигант. Здесь у нас коалиция федералистов. Тоже путь демократия. Тоже много разнообразных опять же бонусов. Избавление от дебафов. И под конец опять же бонусы на все. В основном на национальные, кстати, земли. Ну и победа якобинцев. Здесь у нас популисты, либо же клерики. Популисты позволят, опять же, раскачаться, разобраться с другими партиями, получить немало новых черт для лидера и под конец очень сильно бафнуть, опять же, свою промку. Это же направление дает много просто политвласти, бонусы на армию, бонусы потом на экономику, военную поддержку, опять же, бонусы на войну. Ну и мы создадим такое священное государство, которое будет карать всех своим мечом. Очень хорошие бонусы на армию, притом везде, не только на нацтерриториях. То есть у Америки здесь, я так понимаю, на данный момент самое такое большое и классное древо, очень много путей и направлений. Но, честно говоря, у меня пока вопрос, будет ли это интересно именно в Америке, потому что очень много бонусов. Я понимаю, что здесь будет какой-то тяжелый этап переживаться, но бонусы очень сильными смотрятся по сравнению с теми бонусами, которые будут у других стран. Османы, сразу же скажу, здесь не сделано, у них стандартное древо. То же самое касается Бразилии, Испании, между прочим, которая была бы вполне себе интересной страной, потому что у нее контроль еще до сих пор. Куба, здесь контроль достаточно хороший. Филиппины под Испанией, так что в будущем было бы неплохо, если ее сделают. Япония тоже без своего уникального древа, хотя позиции у нее тоже весьма такие интересные. Империя в Индии тоже без своих фокусов. В принципе, все. Здесь все страны с интересными фокусами я вам уже показал. Все остальное пусто, но в будущем вполне себе здесь немало стран могут стать интересными и играбельными. Та же самая Сицилия, Папская область, та же самая Болгария, Сербия, все эти земли вполне себе могут стать играбельными и интересными. Стоит им только продумать вот реально ветку фокусов, чтобы они вписались в этот мир. В общем, вот такой вот выходит мод. Мы с вами посмотрели на все основные фокусы. Так что пишите, стоит ли этот мод заценить сейчас и сыграть за кого-то. За ту же самую Америку, Австрию, Пруссию, Францию или бритов, может быть Россию. Либо же стоит подождать, пока этот мод доработают. Если говорить по моим впечатлениям, то, конечно, доработки еще не хватает. Но хотя бы одну, может быть, партию можно сделать. За какую-нибудь Пруссию там посмотреть как путь. За Австрию, либо за Францию. Я не очень хочу щупать Америку, потому что, ну, по мне, имбовенько весьма. Россия, ну, не знаю, не впечатлила древом фокусов, собственно, как и сама Британия. А вот это вот тройной блок, Пруссия, Австрия и Франция, выглядит вполне себе годным. Кроме того, ты находишься в центре, и тебе придется воевать с другими странами. Заодно можно посмотреть, как себя здесь яишко ведет, и будет ли он грозным противником. Ну, на этом ролик подходит к концу. Ссылку на мод вы найдете в описании. Также предлагайте свои моды. Собственно, этот мод мне предложил один из зрителей, за что ему большое спасибо. Я стараюсь все-таки прислушиваться к интересным идейкам, так что обязательно их оставляйте. А так, лайки, комменты, подписка и до встречи в новых роликах.